Здравствуйте! Мы уже обсуждали с вами, что с помощью сериала «Шерлок» нам пытаются рассказать о жизни Христа. Этот рассказ идет параллельно с рассказом о Шерлоке. Давайте внимательно присмотримся к происходящему на экране и с помощью персонажа сериала заглянем в наше зазеркалье. Мы видим Шерлока, отправляющего СМС с телефона Ватсона. СМС означает услугу коротких сообщений. Шот – короткий. Шотен – укорачивать, урезать. Другими словами, обрезать. Мне кажется, что в этой сцене нам рассказывают о 8-м дне Христа. В соответствии со Святым Писанием, на 8-й день после рождения Иисуса Христа Пресвятая Богородица со своим мужем Иосифом, который считался мнимым отцом Иисуса, пришла в храм с младенцем на руках для совершения обрезания. Обрезание, или на иврите брит мила, также известно под названием «Союз Авраама», так как заповедь обрезания крайней плоти является знаком союза, заключенного впервые с праотцом еврейского народа Авраамом. Авраам был первым, кто совершил заповедь обрезания по воле Творца. Во время обрезания ему было 99 лет. Также были обрезаны все его домочадцы мужского пола старше 8 дней. Обрезание – это своеобразный договор, скрепленный между еврейским народом и Всевышним. Человек, делающий обрезание, называется маэль. Обычно маэль оперирует лезвием, заточенным с обеих сторон, поскольку, волнуясь, он может начать резать не той стороной. Нужно постараться найти самого хорошего и самого праведного маэля. Самого доброго, отважного, мудрого, существа, которого мне в дар послала судьба. А разве не таким является наш Ватсон Маэль, по словам главного героя? В современной практике еврейской жизни маэль – это, как правило, человек с медицинским образованием. Вы ведь доктор. Даже военный доктор. Да. Хороший? Очень хороший. В процессе обрезания маэль должен был совершить следующие действия. Сначала он делал круговой надрез, затем удалял срезанную кожицу и, наконец, отсасывал выступившую кровь. До середины XIX века кровь отсасывали ртом. Затем во многих общинах с одобрения раввинских судов это стали делать при помощи тампона или через трубочку. Помимо маэля, важным человеком на любом обрезании является сандак, который во время операции держит ребенка на коленях. Время исполнения заповеди обрезания – дневная часть суток, от восхода солнца до его заката, но ни в коем случае не ночь. Я утром сказал Майку, что трудно подобрать кого-нибудь в долю. А после обеда он привел своего друга, только что вернувшегося со службы в Афганистане. Я утром сказал Майку, что трудно подобрать кого-нибудь в долю, а после обеда он привел своего друга, только что вернувшегося со службы в Афганистане. Привел друга не ночью, значит, процедура проведена правильно. Существует традиция после обрезания отпивать вино и влить каплю в рот ребенку. По завершении процедуры обрезания все присутствующие кричат «Мазал тов». «Мазал тов» буквально означает «хорошее везение». Английское «good luck» похоже на кальку с «мазал тов». После этого ребенку дают имя. Имя Шерлок Холмс. Адрес Бейкер-стрит, 221-Б. По скриптум. Хочу обратить ваше внимание на две детали. Первое. Обратите внимание на галстук Майкла Стамфорда. Он выдержан в цветах флага Литвы – бордовый, зеленый, желтый. Впервые литовский флаг был поднят 1 января 1919 года на башне Гедемина в Вильнюсе. Кстати, праздник обрезания католики отмечают тоже 1 января. Второе. Я уже говорила ранее, что Майкл Стамфорд в нашем зазеркалье – сандак. Но что это за рисунок за его спиной? Давайте внимательно рассмотрим головной убор сандака. Перед вами традиционный еврейский мужской головной убор, называемый кипа. На иврите в этом слове ударение ставится на последний слог и произносится кипа. На кипу надевается платок, который называется талит. Обратите внимание на вышитый край талита. Мне кажется, что на плакате, который расположен за спиной Майкла Сандака, нарисован головной убор сандака, а именно кипа и талит с вышитым краем.